Тыщ, всем привет, на связи опять турбо-рубрика Что? в которой мы узнаем не просто крутые факты, которыми можно козырнуть перед друзьями, но еще и обучаемся. О, да! Знаете такой мультик «Свинка Пеппа»? Что такого мог сделать этот детский мультик, чтобы одну серию запретили к показу в Австралии? Да, он, собственно, ничего не делал, просто там была серия про миленького паучка, и там говорится, что, мол, не бойтесь пауков, они безобидные. Паучок очень-очень маленький, он ничего тебе не сделает. В Австралии? Смотрите, какой миленький паук, он помогает мыши спуститься вниз. Вот это настоящая дружба. На самом деле, речь в мультике скорее про хорошее отношение вообще ко всему, что двигается. Но все равно, сам факт, в Австралии лучше не лезть к пауканам. Они кусаются. Умереть от их укуса сложно, ведь уже существует противоядие, но рисковать я бы все-таки не стал. Поэтому эпизод был снят с показа именно в этой стране, как будто его и не было. Сокрытие улик. Кстати, насчет этого. Вы знали, что у Диснейленда есть... Теория заговора. Что? Я там никогда не был, но если вы будете, попросите у работника парка показать вам, куда идти. Скорее всего, вы увидите вот этот жест. И у этого жеста есть очень непонятная история. Многие говорят, что такова политика этого места. Нельзя указывать одним пальцем. Ведь много где это расценивается как поучение, приказ или угроза. Но вторая версия пипец какая увлекательная. Это Уолт Дисней. Как мы можем видеть на этих фотографиях, он очень часто держит пальцы вместе. Только вот фишка в том, что эти фотографии были отредактированы. У него из рук убрали сигареты. Уолт был заядлым курильщиком, по 3 пачки в день хреначил, от рака легких и умер, собственно. До начала 2000-х в Диснейленде даже табачная лавка была, но политика компании изменилась. Лавку переделали, а все фотографии отфотошопили. В итоге получился просто вот такой жест. Даже в фильме про Уолта Том Хэнкс делает такой жест и признается в одном шоу, что действительно архивные фотки были отфотошоплены. Ведь это подает плохой пример детям. And it was always with 2 fingers. That's because he usually had a cigarette between those 2 fingers. Таким образом, это может быть дань уважения создателю. Но если что, изображение сигарет убрали вообще со всех фотографий, которые находятся в Диснее или его архивах. А вот нечего курить. Берите с меня пример. Я даже не пробовал эту заразу ни разу в жизни. И у меня это отвращение вызывает даже. Что за медленное самоубийство вообще? ВОЗ предупреждает, что от этого в год гибнет более 8 миллионов человек. А исследование в Китае показало, что только 26% понимают, что это приводит к раку. Но, как показывает личный опыт, переубедить курильщика очень сложно, к сожалению. Кстати, о тяге к плохому. В 1998 году в США в ходе антинаркотической кампании кому-то в голову пришла потрясающая идея. А давайте на школьных карандашах напишем «Слишком круто, чтобы принимать наркотики». Идея крутая! Дети ведь любят быть крутыми, все клево, Ну, сказано, сделано. Только вот, кажется, они не учли одного незначительного факта. Карандаши нужно затачивать. Что? Школьники писали, карандаши уменьшались, а с ними и смысл послания. Сначала ты слишком крут, чтобы принимать наркотики. Со временем это круто принимать наркотики. Потом это призыв «принимай наркотики», а в конце просто «наркотики». Похоже на стадии у зависимого, если честно. Ну и разумеется, это говно быстро отозвали. И, судя по всему, настоящими наркоманами оказались те, кто это придумал. Поэтому никогда и ни при каких обстоятельствах даже не думайте об этом. Подумайте о другом. Что мы знаем о Пизанской башне? Кроме того, что она наклонена. Может, это вообще задумка такая? Но нет, она изначально наклонилась из-за неоднородности грунта. С этой стороны он просто более мягкий, поэтому и наклоняется. Но это еще не все. Внутри-то она пустая. Я даже не задумывался об этом никогда. Мало того, что она пустая, так там находятся противовесы огромные, которые не дают башне окончательно упасть. Но установлены они были не так давно. А вот что реально падает, так это моя самооценка, когда я понимаю, что не знаю каких-то вещей, которые даже в моем организме происходят. Но я оправдываюсь тем, что этого многие не знают. Сейчас приготовьтесь, будет вынос мозга, я обещаю. Повторяйте за мной. Дышим носом. И все больные сейчас такие: ты чё, быканул сейчас, да? Но если у вас не заложен нос, то вы должны вдохнуть и выдохнуть, как всегда, правильно? А что, если я вам скажу, что вы все время дышите только одной ноздрёй? Что? А теперь попробуйте по очереди подышать одной и другой.
Да, одна из них у вас всегда немного заложена, но вы этого просто не замечаете, так как все хорошо сбалансировано. А через пару часов попробуйте еще раз, и они поменяются. Это называется назальный цикл. Он контролируется нервной системой, и в основном вы это замечаете во время болезни, когда зачастую сильно заложена только одна ноздря. Это удивительно! Но еще более удивительно, что ученые точно не знают, зачем это нужно. Основная версия, что таким образом идет оптимизация увлажнения слизистой, чтобы все работало как надо. Все, что я сказал, вроде как не касается людей, у которых перегородка искривлена. А теперь понять бы, как все это забыть и перестать замечать. Как люди не замечают небольшой островок в Шотландии, который называется Папа Уэстрей. Там живут и работают что-то около 80 человек, а в школу ходят 4 ребенка. Туда часто прилетают туристы, чтобы посмотреть на древние европейские руины и постройки, но главное не то, что находится на острове, а как люди туда прилетают. Ведь расстояние от одного аэропорта до другого меньше 3 километров. Это был весь полет. Таким образом, самый короткий пассажирский перелет занимает всего минуту, а при попутном ветре даже меньше. По прибытию людям даже выдают сертификат, что они поучаствовали в самом коротком перелете. У меня вот вопрос, безумно важный лично для меня. Там кормят? Что предпочитаете, курицу или бефстроганов? А впрочем, неважно, мы уже прилетели! Ну а как без еды-то? Спокойно. Я же говорил, если что, то урчание в животе называется колливубл. Ха! Колливубл. А, вот что он говорит. Раньше он разоблачал мифы, а теперь пересказывает словарь. Кстати, о животе. Спорим, вы никогда не думали, что вы похожи на самом деле на грифов и орлов? Иногда они наедаются так сильно, что даже не могут взлететь, поэтому остаются ночевать на земле. And all of this, right through here, this is all her dinner. Eating very, very, very well. Here we go. Да, они такие же, как мы. Разница только в том, что мы не становимся из-за этого добычей для более крупных хищников. Это того стоило. А чтобы не удивляться этому, нужно быть начитанным. Ответьте только честно. Любите читать? Я очень люблю, только с моим графиком это очень нечасто получается делать. Я покупаю книги каждый месяц, но многие просто ждут своего часа. А есть такая книга, которая не станет ждать. Вот такая она дерзкая. Одно аргентинское издательство выпустило книгу, которая называется «Libro que no puede esperar». Я не знаю, зачем я это сделал. В общем, в переводе это буквально книга, которая не станет ждать. Продавалась она в герметичной упаковке, но зачем? Книга была выпущена со специальными чернилами, которые при соприкосновении со светом и воздухом начинают постепенно исчезать. Поэтому после того, как вы вскроете эту упаковку, автоматически запустится процесс самоликвидации текста. У вас будет всего до 4 месяцев, чтобы прочитать книгу полностью. Не успели? Все, это ваша проблема. Как говорится, Игра началась. цель этого проекта, как оказалось, очень правильная. В мире появляются все новые и новые авторы. Но если никто не будет читать их первые публикации, то они скоро исчезнут. Поэтому в этой книге были собраны малоизвестные латиноамериканские авторы. Вот такая глубокая мысль, которая окажется такой бесполезной, если кто-нибудь отсканирует страницы. Технологии рулят! Надеюсь, этого никто не делал, кстати. Вот следующая история меня прям удивила. В 2003 году в Праге, считай, на каждом углу, в каждой газете было объявление о том, что открывается новый гипермаркет, который называется «Чешская мечта». И там были очень маленькие цены, что, разумеется, должно привлекать. Были сфотографированы фирменные товары, написана музыка для рекламы, но никто не знал, где находится этот гипермаркет, потому что это нигде и не было написано. Сказано было только то, что в скором времени мы все объявим, а подливали масло в огонь слоганы этого магазина. «Не приходи», «Не трать деньги», «Не жди» и все в таком духе. Странно, да? Я бы даже сказал, немного крипово. И вот настал звездный час, место объявили, на открытие пришло огромное количество желающих, и они увидели гипермаркет. Увидели то, что менеджеры перерезают красную ленту. Все стандартно. Люди быстрее бегут за желанными дешевыми продуктами, но за стеной было только огромное поле. Никакого гипермаркета не существовало.
Его придумали 2 студента режиссерского факультета, чтобы снять об этом документальный фильм для дипломной работы. Люди были просто в бешенстве. Они винили правительство, они винили образование этих ребят, винили вообще всех, кроме факта, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Хотя, с другой стороны, если бы мне отовсюду говорили «не приходи сюда, ублюдок», я бы, наверное, захотел прийти. Ох уж эти рекламные уловки. Фильм получил огромное количество наград на фестивалях. Если вы пересмотрели уже все, что можно, то в описании будет ссылочка на русскую озвучку этого фильма. Как все это проворачивалось. Реально крутая история аферы. Можно продать даже несуществующую вещь. Так что будьте аккуратны и не ведитесь на разводы. Как не ведется на разводы премия «Оскар». В 1982 году вышел фильм «Трон», который первый использовал компьютерную графику в таких масштабах. Там люди, считай, по графике и ходили. Титанический труд, огромный прорыв в индустрии. Он взял какие-то «Оскары», а на лучшие визуальные эффекты не был даже номинирован, потому что Академия сказала, что это нечестно, ведь там использована компьютерная графика. Подумаешь! Всего лишь компьютерная графика из ФЛ, да? Да, явно не в тот год вышел «Трон». Люди были просто не готовы. Грустно, что труд не был оценен по достоинству. Как и труд людей из следующего факта. Если вы думаете, что у вас плохая работа, то знайте, что есть такая профессия, как нюхатель подмышек. Что? Эти люди рискуют своим носом, чтобы оценить работу подвыветрившегося дезодоранта. А что сделал ты для этого мира? На самом деле, профессия заключается в том, чтобы нюхать вообще что угодно. Но если ты работаешь в фирме, которая производит дезодорант, то просто F. Факт, который просто есть. От него ничего не поменялось. Но следующий не из таких. Готов спорить, вы ничего не знали о школьных автобусах. Это уже один из символов американской культуры, и у него не просто желтый цвет, а специальный желтый, который скорее оранжево-желтый. Но цвет так и называется – желтый школьный автобус. Но немногие задумывались, что этот цвет имеет идею. Еще в 1939 году был принят стандарт по цвету, ведь именно на этом цвете черная надпись была видна лучше всех ранним утром. А все потому, что желтый цвет реально удивительный. Это самый заметный цвет в любой ситуации, и именно к этому приходят исследования. Поэтому этот цвет ассоциируется с предупреждением. Желтые знаки предупреждения, а не опасности. Желтый автобус, внимание, едут дети. Желтый знак светофора, спасательные вертолеты, спецкостюмы и так далее. Спрашивается, а почему тогда пожарные машины красные? Традиции. И все. Исследования показывают, что красные пожарные машины попадают в аварию чаще, чем желтые или похожих оттенков. И вообще, желтый видно намного лучше. Проблема в том, что у людей уже крепкая ассоциация с красной большой машиной, поэтому многие страны используют желтые наклейки для контраста, и это работает. А некоторые вообще используют вот такие пожарные машины. Все ради безопасности. Думаю, что рано или поздно к этому придут вообще все. Блин, я так не любил желтый цвет, а он оказывается крутой. В следующий раз, видя что-нибудь желтое, подумайте, а оно желтое просто так? Или была целая история нахождения этого цвета? Кстати, о школе. Я надеюсь, вы продолжаете учиться, находясь на карантине. Сейчас я озвучу очень важную информацию не только для вас, а еще и для ваших родителей и даже учителей. Рекомендую дослушать до конца. Я считаю, что карантин — это ни в коем случае не каникулы. Тем более, кто знает, сколько он может продлиться, да? Это время нужно проводить с пользой, а не просто его проседать. Тем более, подготовку к экзаменам никто не отменял. Стартовал первый и пока что единственный образовательный проект для полноценного образования. Разумеется, онлайн. Яндекс.Школа. Это возможность продолжить получать полноценное образование с 1 по 11 классы, только дистанционно. Есть дополнительная подготовка к экзаменам, которая называется Яндекс.Репетитор. С 5 по 11 класс можно заниматься по видеоурокам, которые начинаются в те же школьные часы, только тебе портфель не надо собирать и из дома выходить. А это было моим самым нелюбимым занятием. Расписание уроков, домашние задания и перемены, разумеется, тоже есть. Это называется Яндекс.Уроки. В общем, это прям полноценная онлайн-школа. Она полностью бесплатная и останется такой даже после карантина. Главное не прерывать обучение. Родители спокойны, дети и подростки учатся, а учителя могут работать. Вы даже можете своему учителю любимому рассказать, что теперь у вас есть возможность заниматься с ним даже дистанционно. Это позволит сделать Яндекс.Учебник. Там учителя могут проводить уроки с учениками своих классов в формате интерактивных видеотрансляций, давать домашние задания и общаться с учениками в чатах. В общем, там много всего интересного. Это отличный выход из сложившейся ситуации, мне кажется. Обязательно перейдите по ссылке в описании и ознакомьтесь со всеми фишками этого сервиса. Опять же, денег никто с вас не возьмет.
Спасибо, что досмотрели до конца, это правда важно. Хотя, знаете, добавлю-ка я ложку дегтя. Единственный минус этого сервиса — нет школьной пиццы. Яндекс, примите к сведению. Пожалуйста. Спасибо за просмотр, друзья. Будем сейчас стараться побольше снимать всякого. И вы заметили, что там уже 3 миллиона подписчиков на канале? Чума, это просто невероятно. Единственное, как я могу вас отблагодарить, это бесперебойно делать видосы. Надеюсь, вы меня понимаете. Так что до скорого.